Всем привет! Меня зовут Сенчагов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня хочу вам показать свою квартиру в Петербурге. Проект интерьера разрабатывался совместно с талантливым дизайнером Евгенией Обориной. В квартире почти все предметы авторские и разработаны специально под концепцию. Мне хотелось создать себе спокойный и легкий интерьер вне временных рамок, чтобы в нем ощущалось домашнее тепло и уют. И для этого идеально подходит мой любимый стиль интерьера – теплый минимализм. Теплый минимализм – это даже не про стили интерьера, это больше про образ жизни. И начать менять свою жизнь можно именно с квартиры. Я рассказывал о теплом минимализме в одном из наших выпусков, и он вызвал просто бурную реакцию зрителей. Мне писали: «Это то, что мне нужно, вы описали мои мысли». Но впоследствии в дискуссиях я понял, что для каждого теплый минимализм – это что-то свое. Каждый воспринял мои слова по-своему. И сегодня хочу рассказать вам, что такое теплый минимализм именно для меня. Первое, что вы увидите, попадая в квартиру, это панно, которое мы создали совместно со специалистами по камню из колотого натурального мрамора, переплетенного с белым цементом. Это отсылка к шоуруму фабрики Оливети в Венеции, созданному по проекту архитектора Карло Скарпи. Мне нравится, как со временем это панно красиво стареет, покрываясь трещинами и наполняя интерьер историей. Главный слоган теплого минимализма – «Меньше значит больше». Каждый предмет должен находиться на своем месте и нести ценность. Банкетка «Мусташ» привезена из Парижа. Философия «Мусташ» – это поиск актуальных форм на основе истории искусства и различных техник. Банкетка, по сути, является арт-объектом. Концептуально это выдавленная из тюбика паста, формирующая объем. Арт-объект при входе в квартиру сразу же настраивает нас на правильное восприятие глубины интерьера. Квартира в целом очень маленькая, и мы старались максимально избавиться от этого недостатка. Вся плоскость стены в узком коридоре зеркальная. Для создания ритма зеркала раздроблены на состаренные и осветленные участки. Особого внимания заслужат ручки платяного шкафа. Они выполнены по нашим эскизам из натурального дуба. На лицевой стороне сложная неправильной формы трехмерная текстура, нарочито крупные, лаконичные формы и фактура дерева, не укрытого краской, создает визуальное и тактильное ощущение ремесленного предмета и, конечно же, его ценности. В ходе работы над дизайном квартиры было скрупулезно создано множество предметов мебели, и заказчиком выступал я сам. У меня не было ограничений по времени и по бюджету, но кроме разумных, конечно же. Мебель получилась проработанной, качественной и сочетающейся между собой. Чтобы потраченные усилия не пропали зря, мы решили создать свою коллекцию мебели в стиле теплого минимализма. По сути, получилась экосистема предметов, сочетающихся между собой. Ручки вошли в эту экосистему, которой мы дали название «Тепло Концепт». Если вы захотите приобрести эту теплую мебель, эти теплые предметы, в которые мы вложили столько сил и знаний, в описании я оставлю все ссылки. Основное освещение в коридоре – это LED-система, натянутая под потолком струна, дающая мягкий отраженный свет. Еще есть навигационный свет из гипса в стене, прокрашенный декоративной штукатуркой. Так нам не виден источник света, а стены не нагружены лишними деталями. Строго по оси коридора расположена вертикальная картина, написанная специально для этого интерьера дизайнером Евгенией Обориной. Цветовая палитра квартиры формируется из теплого нейтрального объема стен, а яркие цвета используются только в качестве ярких акцентов. Первое, что мы видим, заходя на кухню, это классическая картина в массивном багете. Картина не несет никакой музейной ценности, но для меня она сакральна. Эта картина досталась нам от бабушки. И я помню, что в детстве изучал рисунок в мельчайших деталях. Мне особенно был интересен сюжет с спутником. А мама рассказала, что в ее детстве ей вместо облаков мерещился дракон. Последние лет 10 картина была в ужасном состоянии, она валялась где-то за дверью, в ней были буквально дырки. Я отдал картину на реставрацию, специально пошел в Эрмитаж, в зал малых голландцев, в честь стилистики нарисована картина. Посмотрел, какие багеты тогда использовались, и заказал схожий. Украсив кухню, картина стала связью времен, позволяющей чувствовать семейные корни. Я использовал музейную развеску на штанге с тросиками специально, чтобы картина смотрелась предметом искусства, а не декором.
Кроме того, появилась возможность в дальнейшем добавлять еще картины, наполнять квартиру искусством и писать для нее новую историю. За последние несколько лет я очень полюбил готовить, и мне нужна была лаконичная и очень функциональная кухня с белой, практичной и глубокой нестандартного размера столешницей. Все хранение должно быть закрытым, все пестрые баночки спрятаны. За фасадом кухни спряталась даже стиральная машина. Почти все металлические покрытия в квартире шлифованная сталь. Я ненавижу заляпанные фасады, и самые практичные кухонные ручки для меня классические, выполненные также из шлифованного, но темного металла. Изначально планировалось сочетать нижние светлые фасады и верхние деревянные, но в процессе реализации захотелось добавить цветовых акцентов, и так на кухне появился спектр красных оттенков. Это верхние фасады из Феникса, воздушные обеденные стулья от Каллигарис и винтажный торшер от Пента, ему где-то 20 лет. От дерева мы полностью не отказались, и так на кухне появился круглый стол от ТОК, шпанированный натуральным дубом, с бетонным основанием деревянной ножки, а на весе, я думаю, килограмм 70. Весь искусственный свет в квартире тепло-белый, 2700-3000 кельвинов. Это светлый спектр заката, самый красивый и уютный в холодных широтах. Дизайнеры тоже люди и совершают ошибки. Ванную комнату я посчитал слишком большой запас керамогранита. В итоге было решено сделать из него фартук, начинающийся от плинтуса столешницы. Плитка органично вписалась в палитру кухни и связала помещение, усилив цветовую целостность квартиры. Изначально на полу я видел крупноформатный керамогранит, чтобы минимизировать количество швов. Но для сохранения бюджета было решено уложить плитку классического формата. Но нам удалось подобрать затирку так, что пол стал практически бесшовным и монолитным. Так получился именно тот эффект, который задумывал изначально. Мне очень хотелось на кухне иметь место для отдыха, и для этого я хотел специально разработать тахту Daybed. Но за неимением места было решено переиграть тахту на кресло. Один из главных мировых трендов сейчас – это устойчивое развитие. Человек – часть природы, и от его действий напрямую зависит ее сохранность. Как же можно сохранить природу в рамках интерьера? Есть три способа. Первый – это покупать мебель из переработанных материалов. Но я думаю, что вы все видели, как она выглядит, скажем так, может быть, немножко что ли по-детски, но визуально мне она не очень нравится. Второй способ – покупать дорогую, более качественную мебель. Она будет служить вам дольше, и это замедлит цикл оборота мебели и, соответственно, отходов. Я воспользовался третьим способом и нашел на Авито винтажное кресло IKEA Opel. Ему почти 20 лет. Скандинавские природные формы кресла идеально зашли в визуальную концепцию квартиры. Забавно, что предметы начала нулевых – это уже винтаж. В квартире не так много цветов, но ее пространство ощущается сложным и многослойным за счет сочетания текстур, полутонов и фактур. Спальня разделена на зону гардеробной и зону сна. Я всегда мечтал о стеклянной гардеробной. Я изучил все предложения на рынке, и они были либо очень дорогие, либо очень топорно выглядели. И, конечно же, я решил разработать свою стеклянную гардеробную. Конструкция стеллажей состоит из стальных стоек и деревянных полок. Мы очень долго просчитывали все расстояния, все габариты, чтобы гардеробная получилась идеальная. Стеллажи, конечно же, мы также включили в экосистему Теплоконцепт. Светопрозрачную конструкцию с раздвижной подвесной дверью, ограждающей гардероб, нам создали из алюминия и рифленого стекла профессионалы компании Decus. Стекло интересно преломляет подсветку гардероба и матирует его пространство, избавляя от необходимости постоянного поддержания идеального порядка на вешалках и полках. Для жизни это очень важно. В зоне сна расположилась низкая кровать в стиле джапанди. Я потратил очень много времени и денег на поиск идеи, проработку эскизов и подбор материалов. Тестовую модель несколько раз переделывали. Мне постоянно не нравилось, что получается. Но результат себя оправдал на 100%. В изголовье встроены двухуровневые полки, шпанированные дубом. В них есть выводы электрики для разработанного нами встроенного светильника, но он еще пока в производстве, и о нем я расскажу отдельно.
Ну и, конечно же, самая спорная тема, вокруг которой постоянно возникают диалоги. Потолок остался в виде монолитной плиты от застройщика. Все, что мы сделали, это отшлифовали бетон, зашпатлевали полости и покрыли поверхность матовым лаком для камня. Бетон на потолке всегда вызывает много споров. Если хотите, можем обсудить это в комментариях. Я сам долго сомневался, насколько это хорошее решение. Но если откинуть все мысли, лечь на кровать и посмотреть наверх, то в этой несовершенной, разнотонной текстуре для меня сразу же рождается множество образов, множество ассоциаций. Это похоже на игру, когда придумываешь, на что же похоже облако на небе. Я сразу же испытываю детские эмоции. Конечно же, потолок не должен выглядеть грязным, контрастным, с обилием ржавчины. Это подойдет разве что для гранжа. Нам же достался потолок допустимой степени загрязненности. Эта несовершенность бетона органичным образом вплетается в общую концепцию квартиры. Прикроватную тумбу неправильной формы я купил именно поэтому. Эта тумба из массива тика, привезенная из Индонезии. Один из принципов теплого минимализма – сочетание несочетаемых вещей и отсутствие симметрии. Поэтому прикроватные тумбочки разные. Дизайн второй тумбы для теплоконцепт разработала Евгения Борина. В тумбе переплелись формы 70-х и скандинавская колористика. Несочетающаяся мебель дополняет друг друга. Видно, что дизайнер потратил время на подбор, а не купил все одним комплектом, чтобы скорее закрыть вопрос. Это только усиливает ценность каждого предмета. Панели за телевизором расположены ритмично, а вертикальная фрезеровка делает их многодельней. Завершенной стилистику спальни делает широкая инженерная доска от Coswig из натурального дуба под ультраматовым шелковым маслом. Тепло натуральных материалов буквально осязается в комнате. Для меня очень важно спать в полной темноте, так я быстрее засыпаю. Поэтому, к сожалению, особенно красивый на просвет льняной материал штор пришлось подшить блокаут подкладкой. Я очень люблю лежать в ванной почти каждый вечер. Для меня это буквально обряд избавления от дневного стресса перед сном. И поэтому было очень важно создать минималистичное пространство, в котором нет никаких лишних деталей. Для стены пола идеально подошла испанская керамическая плитка от Baldacer с рисунком террасы природных серых тонов. Затирка, подобранная в цвет, сделала пространство единым и бесшовным. По сути, плитка стала монолитом. Панно за ванной выполнено из крупноформатного керамогранита от Inalco, лидера новых технологий и новаторства в плитке. Фактура керамогранита и всего один шов делает его похожим на поверхность природного камня или скалы. Несколько человек подумало, что это декоративная штукатурка. Смесители в ванной от итальянской Chia обладают чистыми формами и вневременным дизайном. Они произведены из нержавеющей стали, и здесь опять речь об устойчивом развитии. Этот материал на 100% подлежит вторичной переработке, долговечен и особенно гигиеничен. Почти все металлические поверхности в квартире шлифованная сталь, и эту концепцию продолжает кнопка инсталляции, пересекающаяся с ручкой на двери и смесителями. Для чистоты пространства мы отказались от классического полотенцесушителя. Его роль выполняет стена с заведенными в нее матами обогрева. Зеркало в плоскости стены подсвечивается по периметру светом, отраженным от расположенной под углом плитки. Квартира двухкомнатная, и изначально была идея создать объединенное пространство кухни-гостиной, но впоследствии мы от нее отказались в пользу отдельной комнаты. Уютный кабинет при необходимости всегда может превратиться в детскую комнату. Комната очень маленькая, и от кровати сразу же пришлось отказаться. Диван, раскладывающийся вперед, также съел бы здесь все пространство. Я пересмотрел множество решений на рынке мебели, и ни один диван не подходил мне ни по качеству, ни по общей концепции, ни по дизайну. В очередной раз в этой квартире было решено разработать свой диван. Главными условиями для дивана была компактность, возможность трансформации и, конечно же, общая концепция теплого минимализма. Главной фишкой стал подлокотник, который можно положить на бок, чтобы удлинить спальное место, а можно и вообще убрать и получить полку. Ножки из массива дуба продолжили концепцию ручек шкафа в коридоре. Ткань мы подобрали сложного цвета и очень приятную тактильно.
Диван нужен был в самом конце ремонта, поэтому я не торопился и копил идеи. Я рисовал эскизы почти год, но воплотить идею оказалось еще сложнее. У нас несколько недель шел диалог с мебельным технологом, чтобы подумать, как добиться нужного результата, чтобы воплотить такой простой, на первый взгляд, диван, который мы, естественно, включили в линейку Теплоконцепт. Рабочий стол разработан дизайнером Евгенией Обориной в скандинавских лаконичных формах и цветах, а в качестве яркого акцента выступила царга. Для нее идеально подошел запатентованный первопроходцем минимализма художником Ивом Кляйном синий цвет. Он невероятно яркий, насыщенный и является символом бесконечности. Стул Vox от Арту, лауреат Red Dot, престижной международной премии в области дизайна. Его разработал дизайнер Павел Ветров. Автора вдохновили динамичные формы бегущего быка. Это выражается в наклоне ножек и характерном виде спинки. Книжная полка из массива дуба была выполнена по моим эскизам буквально на днях, и я еще не принял окончательного решения оставлять ее в натуральном виде или растворить на стене и покрасить в белый цвет. С уходом Икеи ее предметы обрели особую ценность. Конечно же, я говорю не о посуде и граненых стаканах. Потолочная люстра не вызывает прямых ассоциаций с Икеей, а скорее дает отсылку к скандинавскому стилю и 70-м. Полотно платяного шкафа разбавлено фрезеровкой, формирующей минималистичную геометрию. А на потолке, так же как и в спальне, оставлен бетон. Впоследствии, если комната превратится в детскую, эти нетривиальные формы идеально подойдут для развития образного мышления маленького человека. Пройдя через все трудности с подрядчиками, рост цен, исчезновение материалов, я бесконечно доволен результатом. Дизайн интерьера – это прежде всего про эмоции. Попадая в квартиру, меня переполняет чувство домашнего уюта, тепла и чистоты. Главная эмоция – это спокойствие, особенно вечером. Когда в квартиру проникает закатное теплое солнце, я как будто переношусь из шумного города на песчаный морской пляж. Предметов немного, но они все на своих местах. Каждая деталь имеет бэкграунд, продумана и проработана. Предметы дополняют друг друга. Здесь нет ничего лишнего, это только поднимает ценность каждого предмета. Это и есть мой теплый минимализм. Есть огромный соблазн накупить разного декора и захламить квартиру. И это полностью перечеркнет всю концепцию теплого минимализма. Друзьям я строго-настрого запретил дарить мне всякие интерьерные подарки. Пожалуйста, никаких вазочек и магнитиков.